Всем доброй ночи. Перед вами символ города Волгоград, Родина-Мать. А по-другому вообще волгоградцы называют Мамаев курган. По старой памяти, потому что Мать Родина сооружена как раз на этой возвышенности, где хан Мамай когда-то построил свой дворец. От дворца ничего не осталось, но название до сих пор так и есть. Мамаев курган. И вот на этом кургане стоит этот огромный символ, памятник, как память тех суровых времен осадного Сталинграда, когда практически город сравняли с землей. Но город выстоял. Памятник, насколько я помню, если не ошибаюсь, автор Вера Мухина, создатель памятника. Это огромный памятник. И все, кто видел ее, просто были шокированы ее массивными размерами. Женщина, которая с мечом в руке, призывает защитить Родину. В самый час ее агонии, можно сказать. Там захоронены в основном герои Советского Союза, маршалы, защитники города Сталинград. Там знаменитый снайпер Зайцев. И многие захотели и попросили после смерти захоронить их именно на Мамаевом кургане. Считалось почетным быть похороненным именно там, где люди до последней капли крови отстаивали город Сталинград, который сейчас Волгоград. Удивительно красивый город, мой родной город. Мои студенческие годы прошли там, как раз рядом с Мамаевым курганом, студенческое общежитие, и на втором этаже мы и жили, веселые хохотушки. Но время прошло. Если кто не видел Волгу, именно протекающие через Волгоград, потому что начало Волги, как бы оно намного дальше. Например, в Твери Волга очень маленькая речка, а дальше уже протоки сливаются воедино и создают огромную массу воды. Там же находится Волгоградская ГЭС, называется Волгоградское море, мост через Волгу. Вот вниз смотришь, дух захватывает, особенно весной, когда осетра начинает прыгать. Она начинает высоко прыгать, и вы увидите. Волга, как бы вам сказать, она как забирает просто вот всю внутреннюю боль. Это очень магическая река. И увидела Волга много чего на своем веку. Просто море. Огромная река. Вот просто ради Волги стоит жить в Волгограде, чтобы любоваться этой красотой. Но мы сейчас будем говорить о символе города. И поскольку символ города Волгограда мне подарили, как раз я хотела какой-либо символ города. У меня есть символ Пскова, в том числе. Но в любом случае вот такой символ, он более яркий. Я взяла за основу традицию более древних мастеров. Дорогие друзья, символы городов, стены, крепости городов, они были местом паломничества. Это место было так насыщено энергией людей. Естественно, чем древнее символ города, тем сильнее это место.
Ну, например, Кремль в Москве – это лобное место, там и место страданий, там и место энергии, и положительной, и отрицательной, и сила власти концентрирована. Вот связано с символом города есть традиции у ведьм древних времен. Если им нужны были люди, если им нужна была новая сила, энергетическое такое, знаете, как обновление, они подходили к символу этой местности, начитывали издалека, глядя на символ этой местности, и уходили. Они как бы закрепляли одну истину с другим. Вы сейчас поймете, как это происходит. Я вот эту традицию, скажем так, воскресила, обновила и создала по-новому. Но создала с добавлением ритуала. Кроме того, что человеку не обязательно ездить в это место силой, он может символ города держать у себя дома и начитывать. Но если вы будете читать на том месте, где символ вашего города, вы просто смотрите и напрямую читаете этому символу. Если вы читаете копии, то есть схожему памятнику, который у вас дома есть, как бы сувенирному, но оно схоже, это копия того памятника, вы должны эту связь между ними соединить, называя, что начитывая твоей копии, я обращаюсь к тебе самой. То есть усиливать, закрепить. Это из серии наномагии, новой магии современной, да, когда современные предметы подгоняются, подстраиваются под более древние понятия и традиции. Но в то же самое время это древняя традиция, которую мы немного, скажем так, перестроили под наше время, современность. Сейчас есть возможность взять копию символа города, не обязательно туда ездить, и обращаться к этой копии, связывая себя именно с символом. Но через эту копию как бы свою связь закрепляя с тем самым символом города. Итак, вы должны окурить благовоние, взять кольцо, серебряное или золотое, желательно, 2 свечи по сторонам. Я ставлю черные, в принципе. Обычным людям можно белые или красные свечи. После того, как вы начитали, берете кольцо и носите хотя бы полчаса с чем-то. Потом можете снять и куда-нибудь положить. И каждый раз, когда вы будете начинать свой день, рабочий день, надевайте это кольцо. Этой работы хватает в течение месяца, потому что это из тех ритуалов, которые требуют обновления. Если не обновите, ничего страшного не случится, просто, как бы постепенно она ослабнет. Если вы занимаетесь торговлей, если вы занимаетесь другими работами, да, работаете на себя, либо вы хотите в своем коллективе возвыситься, либо вы хотите в своей работе быть первым, либо у вас трудный период в жизни, и вы хотите устоять, да, на своем месте, отстоять свое и так далее, начитайте символы города и через копию того символа, или если есть у вас терпение и время, можете съездить, стоять в сторонке и с блокнота прочитать это, глядя на символ города. Вы можете и так делать. Через экран никак нельзя. Должна быть либо живая копия этого символа, либо сам символ, куда вы поедете, встанете напротив и прочитаете. Итак, если это копия,
что говорите. Да, я буду называть Мать Родина, город Волгоград. Вы называете тот памятник, на который вы читаете, и город тот, где стоит. Я надеюсь, вы поняли меня. Читаю тебе, как копии той, что стоит в городе Волгограде. И через тебя с ней говорю. Ты — творение рук человека. Ты — символ города Волгоград. Ты стоишь на высоте вершине. Тебя видно. Ты притягиваешь взгляды. Сотни и тысячи, миллионы глаз смотрели на тебя и будут смотреть. Памятник, Родина-Мать. Стоишь ты среди города Волгоград. Через статую, схожую с тобой, я обращаюсь к силе твоей, к мощи твоей. Сколько глаз смотрят на тебя. Сколько людей посещают тебя, сколько еще посетят, столько людей попросят моей работы. Столько денег придут в мои карманы. Столько добра в мои сундуки. Как ты, статуя, Родина-Мать, стоишь высоко, на месте почетном, так и мне быть на вершине моего дела. Как народ любуется тобой и почитает тебя, так я буду любима и почитаема. И сколько ты стоишь на месте своем, столько и моим делам успех, и моему имени уважение и почет. Поделись своей силой со мною. Как тебя люди почитают, так пусть почитают меня. Как ты крепко стоишь, так мне крепко стоять на своем. Как ты среди всех выше и виднее, так мне среди всех быть выше и виднее. Как тебя никому не скинуть с вершины, так меня не скинуть и не победить. Да будет так. Заклинаю. Наденьте хотя бы полчаса, можете и дольше. И желательно каждый раз, когда вы начинаете рабочий день, или когда у вас начинается рабочий день, или вы когда начинаете на себя работать, смотря в какой сфере вы работаете, наденьте это кольцо, и эта связь усилится. Опять летают тут всякие. Ну-ка, поглядимся. Да. Сильный ритуал. Поэтому пробуждает энергии, и они начинают летать по дому. Ничего удивительного. Всем удачи, пользуйтесь во благо.